Всем привет! Холодно сегодня, очень холодно. Ну да ладно. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Сегодня мне хочется поговорить. Знаете, стройка стройкой, но все вот эти последние мои ролики, они не просто так. Это не то, чтобы я вас зацепить чем-то. Я действительно в последнее время задумываюсь, что что-то происходит, не хочу материться, совсем нехорошее что-то. И, в общем-то, все это я связываю и с этими ремонтами, с домом. Слушайте до конца, потому что, не все так просто, что у меня в голове там творится. Думаю, будет интересно. Давайте я вам объясню, чтобы не отходить от темы, так сказать, строительства, недвижимости. Я, опять же, ориентируюсь на то, что у людей в голове на основании комментариев, которые мне пишут. Допустим, последний комментарий. Вот, я смотрю, уровень отделочников в Европе намного ниже, чем в Украине. Думаю, господи, где люди, а где я? Для меня на данный момент уже все эти, и я считаю, что кошки, я извиняюсь. Уже накормил их, они лезут и лезут туда вовнутрь, только дверь оставишь открытую. Вот сейчас я вам соберу, наверное, со всех роликов все темы в одну кучу сегодня. Вот у меня один сын, да, жена мне всегда говорила, надо двоих, троих, там большую семью. Я говорю, Валя, я говорил это 30 лет назад. Я говорю, я не хочу плодить детей, чтобы они жили потом в этом дерьме, которое я чувствую, которое приходит 30 лет назад. Смысл был в том, что я говорю, если у нас будет один ребенок, давай мы ему поможем одному легче помочь, чем троим. Да, одна еврейка моя знакомая, одноклассница, сейчас живет в Израиле, у них другой принцип, они растят детей для того, чтобы потом эти дети помогали им в старости. Во-первых, дети вообще сейчас не такие, никому не помогать не собираются, ни себе не могут помочь. В общем, дело не в этом. Скажем, основная мысль в моей чуйке. Так вот, сейчас у меня включается другая чуйка. Многие меня спрашивают, ты не купил квартиру, ты ничего не добился, ты не ездишь на Майбахе. Люди, машина нужна для того, чтобы ездить. Я говорю, что я еду на своей машине, сзади меня остаются Бэхи, Ауди, они покупают крутые машины и боятся на них ехать. Они едут как... Я не знаю, в релаксе. А мне некогда релаксировать в крутой машине. Мне надо доехать с одной точки в другую. Все, для этого мне нужна машина. Какая, неважно. Главное, что там есть 4 колеса и мотор. И сиденье с рулем. Еще 2 педали. Катимся мы туда, куда никто не ожидает. Вы все, каждый зациклен на каком-то одном блогере. Вы зациклены на своей жизни, как выжить, как это самое. У меня все по-другому. Я смотрю настолько все глобально. Во-первых, я жил в разных местах, я жил в разных жизнях, в разных ситуациях. Я знаю, как выживать, я знаю, как радоваться жизни даже в таком месте. Понимаете? И когда я здесь сплю, живу, я продолжаю себя тренировать к экстремальным ситуациям. Я тебе сейчас фокус покажу. Мне 57 лет. Видишь, 3 пальца. Вот я вам показывал, я тут выращивал помидоры, тут занимался деревьями. Ведь вы, наверное, думаете, что это просто так. На самом деле это все тренировка. Я, например, понимаю, что я не умею выращивать помидоры. Или не умел в этом году. То есть, если я их захочу выращивать, я знаю эти ошибки, которые я сделал, и в следующем году я их исправлю. У меня все так получается. В ремонте то же самое. Во-вторых, вы говорите, почему я не купил квартиру, это минус. Знаете что? А я считаю, что это плюс. Просто покупать квартиру 5 лет назад или 10 лет назад, когда это были одни условия, это было одно. Кошки отвлекают.
А в этой ситуации, которая наближается, я не знаю, как вы видите ее, но я считаю, что Европа действительно будет разваливаться. Еще даже месяц назад я об этом не думал. Ну, просто такое стечение обстоятельств получилось. Я вам тоже рассказывал, что иногда мне YouTube, холодно. YouTube как бы сам подгоняет мне нужные для меня темы, какая-то мистика просто. И у меня так по полочкам все вылаживается в голове. Я не буду говорить, что я смотрю, как я смотрю очень много, вплоть до того, что сюда еще и летят инопланетяне. И 21 октября они уже где-то будут возле Солнца. Объяснить это все в куче, в одном ролике, на одном канале, это невозможно. Поэтому я больше буду оставаться на теме недвижимости, Италии, Европы и как дальше жить. Самое главное, чтобы я не забыл, скажу сразу, что в этой ситуации, кстати, мне и предложил один тоже подписчик, который живет в Риме, Юра, он говорит: Андрей, наши все делают огромную ошибку. Говорит, что если брать недвижимость, ее выгоднее брать, допустим, на троих. Берете вы один такой дом, даже побольше, даже с землей побольше, и втроем начинаете заниматься своими огородами, строительством какого-то дома, каких-то курятников, каких-то там вот сооружений, которые именно в грядущей ситуации помогут выжить. Я живу в маленьком городке, в маленькой квартире. Да, оно удобно, минимум территории, минимум забот, но если что случись, отключат свет. Да, я ожидаю отключения, возможно, и воды, и света. И самое главное, что я ожидаю, что в какой-то момент я приду в банк, и я не смогу забрать свои деньги. Скажу вам честно, я не собираюсь оставлять деньги в банке. Но у меня другой вопрос. Если они у меня и будут, а останутся ли вдруг эти деньги, которые сейчас ходят, в будущем? А смогу ли я что-то пользоваться наличкой? А вдруг они поменяются? А что купить? Золото или серебро? Или что купить? Кому это серебро надо будет или золото, если за него ничего не купишь, а людям надо будет жрать? Жертвы ты не наберешь надолго. Ну да, опять же, я могу здесь вырыть яму, со Светой договориться. Мы здесь сделаем подвал, завалим его постепенно жратвой. Потому что я так думаю, что к 27-му, к 28-му году уже может начаться интересная жизнь. Совсем другая, как сейчас. А насчет денег, вот вы же знаете, что находят очень много золота под землей. Закопанные прямо сосуды, банки. Ведь что-то же было же тогда. Зачем-то люди его закапывали. Они хотели сберечь свое состояние. Но раз оно осталось в земле, его находят, они же им не воспользовались. И теперь у меня мысль, а зачем же его куда-то закапывать? Может быть, какой-то другой способ? Я пока не придумал какой. Кроме как собрать консервы, закопать их в землю. Ну хорошо, ну на год ты их сделаешь. А кто его знает, что случится и вообще... Ну, в общем, я не знаю, советуйте мне что-нибудь, может, у вас какие-то идеи, хотя я думаю, вряд ли вы об этом думаете настолько серьезно. И вот такие вот у меня размышления. И когда мне пишут, что этот сарай, этот дом, вы еще живете немного в старом времени и совершенно не понимаете, что будет дальше. Я еще даже буквально несколько роликов назад высмеивал, когда говорят, что все бегут из Италии, там это самое, то есть из Европы. Бежать-то некуда. У меня даже вчера была такая мысль, две мысли. Пока что бежать-то еще не стоит, еще далеко до чего-то. Я уже рассматривал вариант все-таки обратно вернуться в Украину. Не вариант.
Для меня Украина сейчас, да, вы все, многие сидите, ждете, что сейчас закончится война, вот-вот закончится. На самом-то деле, опять же, я смотрю на все глобально. Ведь Украина это просто то, что происходит там, ее просто используют совсем для других целей. И основная эта цель была намного раньше. Сначала развалить Советский Союз, то есть развалить огромную, опасную страну. То есть Советский Союз. Его развалили. Ну а сейчас вы не видите, что происходит? Теперь хотят развалить Украину, которую уже развалили, экономику опустить, все опустить в ноль. Россия опустилась, и ее дальше опускать. Понимаете, они делают, получается, что не мы разваливаем мир, а сам мир кто-то разваливает. И начал именно с нашей страны или с наших стран. Я знаю, что меня смотрят и русские, и украинцы. Я не хочу разбираться, какая плохая Россия и Путин, потому что, опять же, если смотреть более глобально, это все намного страшнее. Я действительно задумался, а может быть действительно все вот эти польские провокации, потому что это не моя версия. Я посмотрел нескольких человек, и это тоже одна из версий, что, возможно, они сами провоцируют этими дронами, чтобы расшатать и поднять страх населения в Европе, что их надо бояться, надо вооружаться, и то есть, чтобы создать, опять же, в Европе конфликт. Войну, фактически. Нам нужен враг. Понимаете, Европа дожилась тоже до такого говна, что экономика действительно рушится. Ничего здесь не поднимается. Те же власти здесь, они совершенно не заботились так, как надо бы, о людях. Вот эти все налоги, которые здесь я плачу, я уже думаю, не знаю, я думаю, и закрывать эту партиту ИВА, частного предпринимателя, кому я плачу? Я плачу на будущее, а будущего я не вижу. Оно для меня страшное. И давайте оставим этот ролик, вы можете меня быть не согласны, но мы его сможем посмотреть, надеюсь, если этот интернет и YouTube будет существовать, а он будет существовать через пару лет. И получается, чтобы отвлечь людей от каких-то внутренних проблем, это всегда так делалось. Действительно, есть история, я не очень люблю историю, думаю, зачем мне думать, что было раньше, если я живу в настоящем. Хотя ведь история учит тех, кто управляет будущим, как оно было, как оно там использовались эти все войны, стратегии в будущем. Если просматривать все это как было, можно предсказать, что будет дальше. Нужен виновник, нужен враг, чтобы обвинить его во всей плохой ситуации в Европе. Вот они его и найдут. Вы не задумывались об этом? Получается, что бежать особо некуда, потому что здесь, я говорю, как игра в шахматы. Играют два гроссмейстера. У каждого есть, делает один ход человек. Второй тоже делает второй ход. И дальше вся стратегия игры, ведь у гроссмейстера всегда ход просчитан на 5 ходов вперед. И все зависит от того, какой ход сделаете вы. Поэтому все, что вы сейчас пытаетесь понять, вы почти ничего не поймете. Если вы видите, вот я вижу свою ситуацию, я же не знаю, какой шаг сделает там мой враг или мой противник. И вот когда он его сделает, я буду тогда менять свою стратегию. Почему я говорю, что в данной ситуации очень важно адаптироваться быстро. Надо быть готовым к изменению вот этих всех ситуаций. И поэтому я так вкратце показал события в Риме. Но это же не только в Риме. По всему миру. Ну, так как я живу здесь, меня пока что интересует это все. Так что я всем советую именно готовиться. И даже, может, канал мой поможет объединиться каким-то нормальным людям. Так я же, по-моему, не договорил.
что вот эта вот идея объединяться хотя бы маленькими группами, потому что в тяжелой ситуации выжить всегда легче. Да, сложно создать какую-то большую группу, потому что все-таки разногласия в планах людей, в желаниях очень большая. Важно создать маленькие группы, у которых будут более-менее свои правильные интересы. Это можно даже создавать и на канале здесь, и некоторые люди пытаются это сделать, но это здесь будет идти очень медленно, и мы все начинаем действовать, когда вот уже что-то началось, а здесь важно делать заранее это все и быть готовым понемногу. Я бы очень хотел каких-то умных людей послушать какие-то ваши версии. Ну, некоторые мне просто пишут. Вчера мне вообще написали: да совсем неприятно смотреть на твою физиономию, тощего как Кощея. Да при чем здесь моя физиономия? Я вообще считаю, что это у вас проблема, а не у меня. С чего вы взяли, что на Ютубе все выходят или должны быть Ален Делонами? Смотрите там, я не знаю, каких-то супермоделей, показы, кому вам приятно. Или возьмите любой фильм, там что все приятные. Это какой-то бред человек написал. Говорит, что вы мне показываете за Рим, я могу посмотреть у другого блогера. А что ты смотришь мой канал, блин? Иди к другим блогерам. Я вам говорю, что я смотрю всех, я ни одного не осуждаю. Я всем ставлю лайки, потому что каждый человек, который что-то хочет сказать или снимает ролик, это работа. И он заслуживает, ну, хотя бы лайка. Кстати, лайки, спасибо. Но я даже не выпрашиваю, вроде вы их ставите нормально. Да и они особо не влияют, по-моему, на канал. У меня их выше плана на моих роликах. Но я не знаю, от чего зависит. Наверное, это зависит от чего-то другого. Да ладно, тут YouTube уже правильно, как вы мне тоже некоторые говорите. Как идет, так идет. Я делаю свое дело, и будет, что будет. Поэтому мне очень хотелось бы познакомиться с какими-то умными людьми. Вот вчера мне написал, говорит, я инвестор, и вот я хотел бы. Понимаете, сейчас стратегия покупки недвижимости для меня изменилась. Допустим, опять же, начинается какая-то заварушка. Ешь ты моешь, как холодно, блин. Вот в такую дыру, скажем, ну там полчаса, час езды от Рима, никто не попрется. Вот когда, если вдруг начинается какая-то анархия, а она может начаться, и она начнется, сейчас мир разделяется вообще, опять же, это не мои мнения, я просто смотрю людей, и они умнее, чем я. И я согласен с ними, да, о чем-то я не задумывался, я услышал мысль, человек что-то ляпнул, я подумал, думаю, блин, а оно же действительно так. То есть так мой мозг работает. И средний класс вообще исчезает и уже исчез. И это еще, кстати, творилось, когда я уезжал с Украины 20 лет назад. То есть, что происходило в Черновцах, скажем. Люди открывали маленькие магазины, продуктовые, там всякие. Такой средний класс, правильно? Это же не люди бедные, раз они магазин хочет открыть. Эти магазины не работали, они закрывались. Знаете почему? Потому что вот в таких местах за городом открывали огромные магазины, где ты приходишь, ты можешь купить все. И в Риме здесь есть такое. Все. Какой смысл тебе бегать по 5 разным магазинчикам этим, если ты приходишь в один такой и покупаешь, что хочешь? И эти магазины мало кто выживал. Они открывались, закрывались. И получалось так, что богатые прессовали вот этих вот средний класс. К чему пришли? Остаются самые бедные и самые богатые. Но эти же бедные, они все больше злятся. Если случается какая-то критическая ситуация, что какая-то анархия появляется, такие беспорядки, часть этих людей бедных скажет, а что мне терять? Уже хуже некуда, а здесь куча бабла у людей. Начнутся грабежи, воровство, скорее всего. И куда попрутся? Не попрутся в эти села далекие. Попрутся
Рим будут грабить или большие города. Виллы, где сразу будет видно, здесь есть бабло. В чем преимущество этой виллы? Ну, вот скажите, вы мне говорите, сарай, блин, убогий дом. Так в этом-то и кайф. А кто сюда попрется? В этот сарай? Сюда придут в последнюю очередь, если что. Может быть, да, я и перебарщиваю с этими мыслями, но иногда, мне кажется, лучше перебздеть, чем недобздеть. На вилле работы продолжаются. Через пару дней выложу видео, на каком этапе я сейчас нахожусь. Делаю ванные комнаты, душевую кабинку, унитазы, все, как вы помните, там все в плачевном состоянии, все понемногу ремонтирую. Но, видимо, внутренние работы остановлю. Пока хорошая погода, хочу заняться фасадом. Ну а на случай дождя или плохой погоды буду доделывать все внутри. Работа будет еще продолжаться на этой вилле минимум, думаю, месяц-полтора, а то и 2. Пока буду работать один. Марьян набрал, думал, будут там какие-то у меня колымчики. Позвонили там, но пока что все на этом и закончилось. Посылки приходят. И вот одна такая посылка пришла неудачная. Это стекло для камина, стоит 150 евро. И вот так вот его упаковали. Еще установка дверей и всего разного. Тоже вышла ошибочка с унитазом. Купила светокрышку, она не подходит, намучился. В общем, все покажу вам. Все вам будет опыт, практика, всем делюсь, все рассказываю. Ну, а вам спасибо за просмотр, спасибо за лайки, комментарии. Рад, что появляются новые подписчики. Наконец-то YouTube дал какие-то рекомендации новым зрителям, что уже меня немного радует. Установка будет тоже поддона для душевой кабины. В общем, много чего есть. Не теряйте мой канал, будьте в курсе всех событий. Так, ну, все-таки я не выдержал, потихоньку я лью.